Беспилотники угрожают немецкой АЭС. Какие послания Путина привез премьер-министр Индии? И новые правила для тунеядцев в Беларуси. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Премьер-министр Индии в Украине. В чем уникальность визита? Индия приняла участие в мирном саммите. В Грузии будут возобновлять свою территориальную целостность. Как к этому отнесется Россия, которая эту целостность как раз и нарушила? В любой момент на повестке дня может оказаться вопрос восстановления территориальной целостности Грузии. Запорожская АЭС на грани блэкаута. Что нужно, чтобы избежать катастрофы? Спасибо, что вы с нами, спасибо, что смотрите и доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. В России снова бунт в зонах. Второй раз за последние 2 месяца. Пропагандистские каналы сообщают о как минимум 2 убитых сотрудниках колонии. Несколько зэков взяли в заложники работников исправительной колонии 19 в Волгограде во время заседания дисциплинарной комиссии. Они говорят на своих видео, которые появляются в сети, что это месть за плохое отношение к мусульманам от надзирателей и администрации. Просят вертолет и коридор на юго-запад, чтобы покинуть страну. В сети уже даже появился список террористов. Следим вместе с вами за ситуацией в нашем телеграм-канале и обязательно обо всех деталях будем вам сообщать. Происходящее сейчас – это следствие репрессивной политики и грубейшего нарушения прав заключенных в местах лишения свободы. Очевидно, что если живых людей, мужчин регулярно унижать, подвергать унизительным процедурам, в том числе применяя физическое насилие, запугивая пытками и изнасилованиями, очевидно, что люди начинают озлобляться. Плюс ко всему, они видят несправедливость внутри системы ФСИН. Они видят вот это расслоение, что существует определенная категория так называемых блатных, те, которые сотрудничают с ФСБ и с ФСИН и пользуются всеми благами. В то же самое время самые обычные люди, их унижают, их заставляют работать там гораздо больше, чем положено там по нормам Министерства труда, как правило, на неисправном оборудовании, где можно запросто лишиться фаланги пальца, руки, глаза и так далее. И, конечно, вот эти вот регулярные унижения на предмет лишения людей возможности даже элементарно молиться. Забирают Кораны. У радикалов у них теперь есть дорожная карта, она появилась еще с вот этой вот дерзкого захвата сотрудников в ростовском СИЗО. Сейчас мы видим, что происходит, поэтому если со стороны радикальных структур и организаций будет какая-то поддержка тому, что сейчас произошло, и их будут героизировать. В Пентагоне разрешили использовать американское оружие на территории Курской области. Об этом говорит замспикера Пентагона. Детализирует, что украинские силы обороны могут наносить удары по объектам, которые их обстреливают. Ну а также Сабрина Сингх говорит, что в Пентагоне до сих пор не знают цели украинской операции в Курской области. Что касается их целей, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что президент Зеленский сказал несколько дней назад, а именно, насколько мы понимаем, о создании буферной зоны. У нас есть еще несколько вопросов по этому поводу. Мы пытаемся лучше понять, как это соотносится с их стратегическими целями на поле боя. И что касается наших дальнейших действий, вы знаете, наша политика действительно позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защитить себя от российских атак в приграничных регионах. И это действительно включая Курск и включая Сумы. И поэтому они защищают себя от нападений России в этом регионе. То есть российским войскам теперь нужно либо думать о прекращении обстрелов, либо готовиться получить обстрелы в ответ не только в Курской области. Запорожская АЭС на грани блэкаута. Российские обстрелы повредили важную для работы станции воздушную линию, через которую она подключалась к украинской энергосистеме, чтобы обеспечивать собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома. Под управлением российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации. В украинской компании в который раз настаивают на том, что российские военные должны покинуть станцию, а также пустить на нее квалифицированный персонал для продолжения безаварийной работы.
На авиабазе НАТО в Германии был объявлен повышенный уровень безопасности из-за потенциальной угрозы. Об этом пишет Reuters. В немецком Гайленкирхене уровень террористической опасности на военной базе был поднят до 2 из 4, что может говорить о серьезности угрозы. Накануне вечером немецкий Bild писал о том, что прокуратура Фленсбурга начала расследование после пролета над промышленной зоной в земле Шлезвиг-Гольштейн беспилотников. Они летали над районом, где расположена остановленная атомная электростанция, терминал сжиженного газа и химические заводы. Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне. Полеты неизвестных беспилотников фиксируют над остановленной АЭС с 8 августа и не прекращаются до сих пор. Специалисты, на которых ссылается Bild, считают, что это беспилотники «Орлан», которые использует российская армия. Премьер-министр Индии прибыл в Украину впервые в истории отношений двух стран. К тому же перед Украиной Моди прилетел в Польшу. Тоже впервые за 45 лет индийский политик высокого уровня посещает эту страну. Очень важно еще то, что 1,5 месяца назад, в тот же день, когда российские ракеты летели в детский медицинский центр Ахмадит в Киеве, Нарендра Моди был у Путина в гостях. Теперь он в Киеве, и ранее в медиа появлялись сообщения о том, что индийский премьер готов передавать сообщения между Путиным и Зеленским, но не готов становиться посредником в урегулировании всего конфликта. О том, что значит этот визит для Украины, мы поговорили с дипломатом Александром Харой. С момента вторжения российских сил в Украину Индия сэкономила на покупке энергоресурсов, прежде всего нефти, $13 миллиардов. Индусы не только покупают с большим дисконтом российскую нефть для собственных нужд, но они также и перерабатывают ее и продают также в страны Запада. Также и Российская Федерация является чрезвычайно важным партнером для России с точки зрения оборонных возможностей, хотя за последние лет 10-15 снизилась до 36% импорт российских вооружений. Буквально лет 15 назад было 76% российских вооружений покупались индусами. Сейчас они уменьшают. Естественно, здесь и неспособность России производить эти вооружения. Но и самое главное, естественно, индусы смотрят на их неэффективность в Украине. Индия еще в 2014 году, когда Генеральная Ассамблея ООН голосовала за резолюцию по территориальной целостности Украины, она воздержалась от голосования. То же самое произошло с резолюцией, которая осуждала российскую агрессию против Украины. И то же самое произошло уже в 2023 году, когда голосовалась резолюция о справедливом и длительном мире в Украине на основах принципах ООН. Индия приняла участие в мирном саммите, который произошел в Швейцарии, но она не подписала финальный документ. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Совет Евросоюза отказал российскому олигарху Фридману в отмене санкций. Ранее суд ЕС частично снял ограничения, но Совет ЕС решил эти санкции сохранить, не объясняя причин, к слову. Фридман, в свою очередь, подал иск на $16 миллиардов в гонконгский арбитраж против Люксембурга. В такую сумму он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране. Евросоюз ввел персональные санкции против основателя Альфа-групп Михаила Фридмана в феврале 2022 года, объяснив это такими мотивами: поддержка действий России и финансовое содействие политике Москвы в Украине. Его счета в европейских банках были заморожены, а въезд в ЕС ему был заблокирован. Санкции против него продлили в текущем году, назвав его бизнесменом, участие которого в экономике России дает российским властям существенный источник доходов. Восстановление территориальной целостности Грузии может вернуться на повестку дня в любой момент, говорит основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Его называют пророссийским олигархом, он экс-премьер Грузии и
И именно он, говорят, управляет правящей партией «Грузинская мечта». В любой момент на повестке дня может оказаться вопрос восстановления территориальной целостности Грузии, после чего возникнет необходимость внесения соответствующих изменений в Конституцию Грузии. В условиях восстановления территориальной целостности должны быть пересмотрены система управления страной и территориальное устройство, что невозможно без внесения изменений в Конституцию. Само выступление Иванишвили встретили очень бурным обсуждением бронированного стекла, за которым основатель партии произносил свою предвыборную речь. Ну а мы поговорили со специалистом в международных вопросах о том, что это все может означать и могут ли привести такие заявления о возврате территорий к конфликту с Россией, как раз и оккупировавшей эти территории. Но я думаю, что эти заявления – это просто немножко охладить ситуацию в стране. Грузины хотят, чтобы их страна была демократической и стала частью европейского сообщества, а как раз-таки Европейский Союз фактически свернул сотрудничество и отложил на далекую перспективу вообще вопрос вступления Грузии в Европейский Союз, собственно, базируясь на этих нелиберальных практиках нынешнего правительства. Но, естественно, балансировать необходимо как-то выпускать пары. Я воспринимаю это исключительно в эту риторику, исключительно в таком контексте. Он не мог сказать ничего другого. Я могу себе представить, какое было бы негодование грузин, которые бы услышали от человека, который фактически управляет страной, что Грузия не собирается возвращать и освобождать временно оккупированные Российской Федерацией территории, 20% территории. Естественно, что он пытается маневрировать и, собственно, снять градус напряжения. Изменение белорусского законодательства. Теперь то, что ты не тунеядец, нужно доказывать раз в 3 месяца. Чтобы не считаться тунеядцами, теперь надо фактически проживать в Беларуси, то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение 1 квартала, как и в случае с огородниками. Исключение – выезд за границу на лечение или оздоровление. Это пишет издание «Зеркало». То есть, если вы работаете за рубежом, то должны подтверждать свой статус раз в 3 месяца. А если нет, то попадете в базу, комиссия по которой будет заседать теперь чаще. Слава Украине! Героям слава! Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, поэтому мы призываем вас не останавливаться на достигнутом. Все это очень важно. Также важно ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Ну а у меня на этом все. До новых встреч и хороших вам новостей.